Вечер, добрый, да, добрый вечер. Так, ну что у нас там? Так, что? Вечер добрый. Так, продолжим карьеру. Тут такой спонтанный стрим. Прям спонтанно. Что у нас с этого получится? Все просто. Включаем карту. У нас тут есть, как говорится, несколько должников. Блин, здесь игр раз, два, три, здесь 4. Блин, игры понаставили. Ну ладно, давайте. Нам как ни крути, нужно потихоньку. Так, здесь у меня стоит в аккаунте, денег хватает. Так, бодишоп. Почему я здесь стою? Почему я здесь оказался? Вот объясните мне, может что-то здесь у меня... Что здесь открылось, что у меня еще не было? Нет, у меня это есть, это есть, это есть. Есть. Да, диски вообще НК лучшие. Карбоныч. Вот 2000 отдавать за вот это вот карбоновое. 6.05. Вот, 6.35. Да, нам же надо будет потом фотографироваться, точно вспомнил. 6.35 у меня уже есть. Зеркало, карбон есть. Да, вообще. Деньги отдал за что? За Карбоныч. Карбоныч. Need for Speed Карбон такой был, кстати. Так, ну что, вперед из песни, как говорится. Ну что у нас, где у нас эта гонка была? Вот здесь, да, вперед из песни. Да, попробуем просто вот пройдем несколько этапов, несколько гонок надо пройти. Надо уже когда-то с этим заканчивать, уже с вот этой вот штукой. Потому что у меня есть пару интересных других игр. До них надо добраться. А в перемешку что-то неохота. А здесь что такое? Что-то у нас здесь красным что-то горит. Опа-на. Давай заедем. Декор Шопс. Все, понял. Деколс. Да, все, понял. Все, понял. Но у меня уже в тачке карбона, ё-моё, честное слово, прям много. Но уже заметно, кстати, заметно быстрее автомобиль стал. Конечно же, отваливать быстрее. Облегчили. Последний раз турбину, мне кажется, я менял, что там такое было. Еще пару замочков, кстати, есть по тюнингу. Не все еще открыл, не все. Ай-яй-яй. Не все еще открыл. Опа! Ахмедович, привет, здравствуйте. Добрый вечер. Я тут решил зачистить, как говорится. Тут у меня есть пару гонок еще, которые не прошел. Нужно уже с игрой это, как говорится, заканчивать потихоньку. А летом времени не было. Такие вот дела. Сейчас вот пока как время есть между делом, так и берусь за эту игру и начинаю брать первые места. Тут по-другому никак, только первые места будут акцептированы, и тогда работает все это проходится.
Вот это, кстати, на последнем стримчике тоже гонял. Самая клевая такая Streak X гонка. То есть здесь нельзя использовать нитро, его нет. И здесь уже прям видно навыки твоего вождения. То есть, правильно как в поворот писаться, оттормозиться или просто скоростью брать. Здесь вот эти вот все навыки твои прям на лицо. Поначалу что-то мне это не очень нравилась гонка, теперь даже наоборот. То есть здесь уже иногда смекалка тебе помогает, где-то кого-то столкнуть, задеть. Именно едешь, когда прям за чуваком, да, то есть дышишь ему в спину, можно сказать, да, такой остаешься в тени, тоже добавляется скорость хорошо. Ну, вот такие вот мелочи ловкие, но, блин, все это работает классно. Видите, турбо не турбо, нитро ты не используешь, и все равно как бы гонки идут довольно-таки не в неплохом темпе, да. Ах, вот здесь и надо было мне сбросить. Вот этот поворот я что-то просыпаю второй раз. Че уже, Ахмед, у тебя стрим закончится или будешь еще стрим включать? Вчера у тебя был, поздновато уже тоже было, блин. Сейчас еще и с этим, с переменой времени получается. У тебя уже, надо сказать, там полночь, час ночи. Опа, вот ей третий. Ну, сейчас засмотрелся в чат, это нормальная тема. Берем, врубаем повтор. То дела потихоньку, да. Семья, работа, быт. Бытовуха, одним словом. Ну, здоровье уже лучше, да. На той неделе прям не очень было. Я на той неделе хотел чаще стримы врубать. Приболел. Ну, вообще не было здоровья на вот эти вот все дела компьютерные. На этой неделе уже получше. Погода просто на улице еще прыгает, да. То чересчур тепло, то прям холодно. И много кто болеть начали, да. Заразиться сейчас простудой прям, ну, долго не нужно стараться. Да, надо. На мотоцикле холодно, конечно. У меня мотоцикл все, сейчас пока не на учете, зимний сезон. На следующий год буду на учет его ставить и погнали. В этом году уже все. Ты смотри, как догнал меня, чувак. Сколько ты, я тебя вчера спрашивал, так я не помню ответ. Сколько ты проехал за этот сезон на мотоцикле вообще? 1000 километров. Или только 1000, или несколько тысяч. Вот это другое дело, пожалуйста. Холодно, на мотоцикле холодно, да. Дождевик очень нужная вещь. Никогда им не пользовался, вот после 2024 года тоже буду пользоваться. Ну, по крайней мере, я вот и пользовался какими-то отдельными частями дождевика, и впредь, как бы, да, реально, если еще и путешествие соберешься, то есть ты не можешь везде планировать дорогу, чтобы не было дождя. То есть дождевик такая прям неотъемлемая часть. У меня сейчас по раздельности есть такая, как накидка от дождя. Ну, очень хорошая такая, прям чисто резина, да, все, ты, то есть не промокнешь ни в какую. И штаны, как бы, да, тоже против дождя специально. Но они, как показала практика, помогают только при легком дожде. Когда все-таки сильно дождь будет лить, как с ведра, ну, все равно. Ты еще и варишься изнутри, когда вот такая одежда у тебя жесткая, которая не дышит, начинаешь, ну, то есть внутри вариться, и все равно потеешь, мокрый. Короче, надо выбирать. То есть
В легкий дождь я даже одевать дождевик не буду, потому что мне легче будет потом одежду высушить, чем потом я еще и снутри сварюсь. Это вообще прям, ну, в этом году было все проверенное. 200-300 километров, ну да, это немного. Немного. Я в этом сезоне 7000 накатал и прям, пух, сам в шоке. Даже 7200, что ли. Хотя очень много работал, то есть мог бы еще больше, но работа, свободного времени мало. Были еще кое-какие дела, которые удерживали меня от многочисленных поездок. Хотя в этом году даже бензин чуть дешевле был, чем в том году, но тем не менее. Ну, на следующий год давай, готовься. Там дождевик, перчатки специальные. Ну, скажу тебе, конечно же, одно, да. Я не знаю, конечно, как у тебя с финансами дела обстоят, но поверь моему опыту, да, у меня уже стаж есть на мототехнике, как бы, и на экипе экономить не нужно, в принципе, покупай экипировку. Ну, штаны, там, куртка нормальные. С защитами, чтобы наколенники, вот эти плечах, чтобы защита была, на спине, панцирь, вот эта вся штука. Потому что вот это вот все, ну, в хорошей защите очень большой, как бы, потенциал, то что все будет супер. Как бы защищает, да. Не зря это защита, да. Но нельзя экономить на экипе. Кожаные перчатки купил, класс. Да, у меня их перчаток, в принципе, блин, всегда было 2 пары кожаных, и одни были зимние. Зимние в этом году, как бы, ну, да я, как я их одевал раньше на скутере, а сейчас как бы все. Скутер сейчас у меня стоит, в принципе, в гараже, есть перчатки для него тоже можно взять, резко одеть. Я еще... Ну вот, это самое главное. Но чтобы это все было, и одеваю, и шлем нормальный, да. Как бы лучше там чуть-чуть отдать больше, там где-то что-то сэкономить. Потому что экип тебя все-таки, ну, это защита, и на нем экономить, то есть себе же хуже будет, да, зачем? Пускай будет хороший. Я, конечно, не комби покупал, у меня куртка одной фирмы, штаны другой фирмы, но знаешь, тебе скажу одно. Проходит время, все равно ты берешь потом, ну, со временем понимаешь, что вот та, которая дороже, вот покачественнее, и она удобно сидит, все, и потом у меня много вещей одной и той же фирмы итальянской, да, понасобирал, которая, блин, нифига не дешевая, ну как, она вроде бы уже и не сильно дорогая в наше время, есть фирмы намного дороже, но дело в том, то, что возьмешь что-нибудь подешевле вещь, все равно потом возвращаешься к дорогой, там, через время. Ты понимаешь, что тебе она все равно нужна, это дешевое не пойдет. Это была неправильная покупка, только деньги на ветер, да, то есть в этом случае я вот всегда говорю, вот в мото, вот, что по запчастям, что вот эта экипировка, да, ну тут скупой платит дважды, она работает. Потому что если ты сейчас что-то сэкономишь где-то, все равно тебе потом придется это взять в нормальном качестве, но... И опять же, заплатив деньги, получится у тебя еще больше, чем если ты сразу купил дорогую. Это факт. Ну, о мототехнике как-нибудь на канале Драйвер хотел поговорить, надо уже. Давно там тоже стримов не было, надо будет как-нибудь время выделить и там рубануть стримчик. Я думаю, на следующей неделе сделаем. На этой неделе уже тяжело будет.
Ну, может быть, даже, в принципе, и в воскресенье, но это пока еще не обещаю. Хотя охота было посидеть, пообщаться так. Просто я пробовал такое, знаешь, возьмешь что-нибудь весь подешевле, что штаны, что перчатки, все равно потом едешь, берешь, переплачиваешь. Теперь просто изначально прихожу сразу, один раз взял дорогую, перчатки там, да, ну я вот, там 8 лет, допустим, у меня эта пара перчаток была, потому что они были дорогие, 8 лет, а если бы я каждый год дешевый брал, денег бы я за 8 лет намного больше бы переплатил, ну, чисто математический такой аспект, да. Один раз качественную вещь взял, она тебе много лет прослужит, верой и правдой. Уходит от меня, смотри, все. Ты смотри, еще и толкается, а? Да-да, качество должно быть. Не знаю, у нас насчет этого как бы очень много вещей наоборот в хорошем качестве. Плохое качество это он с Китая вон заказывает, а потом все равно меняют. Так, в принципе, товар пойдешь в магазине, хватает. Специальный магазин, где вот для мото экипировка, там все есть. Там все время выбор есть у тебя. Итальянской там. А, поймал я его. Сейчас чат прочитаю обязательно. Последний круг.
Я на 8 секунд ушел от них. Вот это да. Е. Да, мотоботы не может себя заставить одевать. Но... А надо. Нормальные ботинки одевать. Не езди в кроссовках. Ну, нехорошо это. Я видел такую проблему вот в регионах большую. То есть люди чересчур себя комфортно чувствуют. Без одежды. Это вообще просто жесть. Не знаю, конечно, как у вас там со скоростями и с дорогами, качество дорог, но у нас, допустим, если вот летают, но хотя бы одеты как бы в экипе, конечно же, от сильных каких-то мощных аварий экип-то жестко не поможет, да, он помогает, экип помогает, как один недавно сказал, говорит, только от скользячки, если ты будешь скользить по асфальту. Ну, в кроссовках скользить намного неприятнее, чем в мотоботах, я тебе так скажу. У нас тут был недавно случай, когда мотоботы тоже не одели. Неприятно. Так что надо покупать. Просто потихоньку потом привыкаешь, входишь во вкус. Ну, я вот одеваю, да, там у меня мото-джинсы, куртка. Тоже поначалу не прикольно, когда это все там внутри стоят, вот эти вот панциры, вот эти все, да, вставки. Но потом все-таки думаешь, думать надо о безопасности, о организме, а не комфортно, некомфортно. Че? У них там по 200 тысяч? Это как? Что-то я не понял. Жесткие, да. Есть жесткие, есть чуть помягче. Ну так это в этом-то и дело. У тебя там не должна сильно нога двигаться, запомни. Ну. Она должна сидеть. Неправильный подход к мысли. Правильный магазин, посмотришь, экипировку один раз оденешь. Конечно, я себя чувствую тоже иногда, когда оденусь как космонавт, но тем не менее, если думать надо о том, что начнешь скользить, тебе это как бы, ну, надеюсь, конечно же. Блин! Я теперь понял. Тормозим заново еще раз. Даже у нас даже скутеристы, блин, какие бы там они не были, одевают экип, да? Блин. Шлем тоже не каждый комфортно себя чувствуешь, надо шлем тоже хороший брать, ну, по крайней мере тот, который тебе удобный, и плюс сперва удобство смотришь, потом какая шумоизоляция, ну, это уже со временем ты начинаешь понимать, твой это шлем или не твой. Да ёп! Бот, как вот тут куда ты взялся? Честное слово, ну вот это подстава, это реально, это не смешно уже. В тот самый момент, когда у меня много дрифта было, в повороте оказалась машина.
Вот как вот сейчас. Я так шел хорошо. И откуда эта тачка взялась? Я вот сейчас шлем тоже себе ищу. До сих пор еще, да? Потому что у меня шлем старенький, шумоизоляция в нем. А слово совсем хреново. Но сейчас в магазине, я слышал, можно взять, приехать шлем и тест-драйв с ним сразу делать, да? Ну как я буду покупать шлем, а вдруг он мне не понравится, да? То есть его взять, тест-драйв, приехать в магазин, тест-драйв шлема, а потом сказать, окей, беру или не беру, да? Классная штука насчет тест-драйва. Да писец, 187 тысяч. Да, мне надо было 225 набрать. Ну, в принципе, если бы не ударялся, так пару раз мог бы. А что изначально экипировка не комфортна, да? Спроси у космонавта, космонавт тебе тоже скажет, блин, хреново в скафандре, но тем не менее это все нужно, да? Почтение, о, ё-моё. И вам не хворать, вечер добрый. Да иди твою, откуда ты взялась? Пипе. 44 тысячи пролетели мимо нас. Парень, как делишки? Пипец развернула. Спасибо, все хорошо. Это уже хорошо. Блин, пацаны, вы заметили, да? Завтра уже пятница. Неделя вообще какая-то жесткая. Да японский автомобиль. 48 тысяч. Пятьдесят. Так, офигеть. 100 штук сразу. Пух. 2 поворота. Да, это лотерея, это не дрифт. Сорок 48 тысяч опять пролетели мимо меня.
Вроде же получше. Да ядрит. Ха. Да. Пец. Думаю, сейчас дрифт сделаю, спать, ага. Пока дрифт сделаешь, блин. А, все уже, что ли? Я перехватил первое место? Хо-хо. Да ладно, и такое бывает. Давно уже не играл в эту игру. Забыл, что да как. Но вроде получаться стало. Ого, 297 тысяч. Что, так можно было? Что-то мне там предлагают. Но мне не до этого. Сейчас дрифт сделаем и нормально. Уа! Обсерватории. Ну, в основном везде по 2 штуки платят. О, вообще повороты вот. Та же самая дорога, только в другую сторону, наверное. Как обычно делают они. Раньше сильно не заморачивались по этому поводу. Не создатели Need for Speed делали одну гонку вверх, другую вниз. Развернули просто, да, как говорят у нас. Reverse. Да ядрит твой, наверное.
Нет, это не та дорога, которую я думал. Здесь чуть-чуть другие повороты. Точно не та, которую я... А, блин! Опять забор влез. Не добил, да? Ладненько, еще разочек повторим, как говорится. О, без проблем. То есть мне надо было там 225 перепрыгнуть, здесь надо перепрыгнуть 175, но здесь тупо надо вот так вот набивать мелкашкой. Здесь нет вот этих вот два крутых поворота, как там были возле отелей и ресторанов, где можно было за дрифт более полтоса набрать. Если так вот по 6 тысяч собирать, по 7, по 8. Да, непростая, да, 2004-2005 года игра. 4-го, кажется. Карбон же потом же отсюда взяли. Она ж позже вышла, Карбон. Карбон, мне кажется, 8-го, 9-го, не помню уже. Как бы не 13-го. Нет, раньше. 13-го она уже у меня была. 7-го, 8-го Карбон где-то там. Вот таких надо еще пару раз сделать, пару таких. Да ё-моё, 37 тысяч. Есть шанс, что сейчас все нормально будет.
Ну. Ура! Первое место. Вот это уже другой разговор. Так, и еще один дрифт там есть у меня. Так и назовем стрим сегодня дрифт. На тебе в такси. Да двигайся, ё-моё. Тоже 2000. Везде призовой фонд 2000. А набираешь здесь по 150 тысяч. Дали мне их один раз. Вот замочки стоят на всех запчастях. Вот это, конечно же, неинтересно. Да, здесь путь намного короче. Видишь, мне не хватило даже времени. Надо еще раз попробовать. Я и думаю, смотри, что быстро очень заканчивается трек. Здесь надо прям... Пиздец. 27 тысяч, так баба. Так не пойдет. Не-не-не-не-не-не. Опять 9 век. Век. Не успею, не успею. Блин. Почему-то там баг не засчитывается в повороте. Так, классно поворот.
Нет! Да пипец, вообще не шло. Теперь. Да, хватит врезаться уже. Хе. Не-не-не-не. Все готово. 99 тысяч. Ну все, видишь, теперь хотят еще и в газету ему сейчас фотографируются, еще какой-нибудь. 3 тяжелые гонки было, а выиграл копейки. Как и зарплата в жизни, да? Работаешь, зарплата копейки. Так, что нас здесь ждет? Есть что-нибудь интересное, нет? Здесь где-то зелененькая. А, вон она. Ну, хотя бы на карте есть. Бывают такие гонки, которых на карте даже нет. Давай, за финалем. Да, вот здесь я дрифт только что делал. 2 гонки назад. Прикольный трек.
Как пчелки сзади летят, 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 летят. Все, пошел. Да базару нет, на. Мне что ли жалко? Обгоняйте. Жалко, нет. Не корову ж проиграем, правильно? Главное не победа, главное участие. Вон, Торетто меня обгоняет. Mazda RX-7. Так же покрашена, как Форсаж была. Блин, полпути проехал. Dark Fox, привет, привет. Алекс, здорово. Крутая классика, да, по-любому, ностальжи. Ностальгия еще та, да, классика офигенная. Вот 19 лет назад резался и сейчас вот как будто впервые. Тут прям играть надо, да? Тут прям надо это смотреть. Уже в то время Need for Speed серьезные штучки делал. Еще не так просто выиграть. Да он постоянно у него достает. Я все равно первый установил Форзу. Вот эта штука, да. Где-то у меня 5-ю мне давали, что ли, я не помню, надо посмотреть. Мне сегодня скидка прошла на 4-ю, я говорю, не, пацаны, покупать не буду. Реально, хотели, скидку мне дали там в 60, там хрен знает сколько процентов. Но я что-то Форзу покупать не буду. Только если за 1 евро мне продадут. Так нет. Такие вот делишки. Игрушка классная. Настроение классное. Что побежали. Увидимся очень скоро. Очень скоро забегайте на стрим. Продолжим, как говорится. Продолжение следует. Я побежал. Все. До новых встреч. Благодарю за вашу поддержку.